Здравствуйте, друзья! Мы начинаем сегодня новый урок «Абстрактные цветы маслом». Посмотрите, что я делаю. Это я не просто балуюсь кисточкой, как мушкетер, а тренирую руку. Примерно представляю, где будут размещаться цветы. Вот это очень важно тоже. Перед тем, как писать картину, потренируйтесь, поиграйте кисточкой, почувствуйте холст и примерное расстояние, где будут цветы. Обратите внимание, что я подготовил холст заранее. У меня черный фон. Это я использовал черную краску и синюю ФЦ. И как раз мне нужно вот этот хороший, глубокий, темный фон. Но не используйте один только черный цвет, а обязательно смешивайте его с каким-нибудь другим цветом. Особенно с ФЦ очень хорошо. И я начал примерно наши цветы. Я использую лазурную краску, смешиваю ее с белилами и раскидываю по холсту примерно листва, где у меня с картины, с которой я срисовываю, она размещается. И заметьте, пожалуйста, я работаю одним цветом по всей картине. Это важный принцип. Не вылизывайте один фрагмент картины, потом другой, особенно если это большой холст. В данном случае это холст 120 сантиметров на 90 сантиметров. Итак, одним цветом раскидывайте краску по всему холсту. И обратите внимание, как я кручу кисточку. Я ее поворачиваю в разные стороны. Я использую широкую кисть и, играясь, подкручивая, раскидываю примерно, где есть у меня вот этот цвет на картинке, с которой я срисовываю. Итак, вот принцип. Одним цветом играйте по всей картинке. И обязательно вытирайте кисть. Особенно нужно, если переходить на другой цвет. Итак, я взял новый цвет. Это ФЦ синяя. Добавляю немножко белилами. И одним этим цветом теперь играю по холсту. Посмотрите, что я делаю. Я прорисовываю бутоны цветов. Тем самым накидываю. Вот так свободно, легко. По всей картине. Итак, в этом стиле важно свободно себя чувствовать. У нас экспрессия должна быть, живость, быстро. Важно быстро работать, когда мы рисуем, пишем абстрактные вещи. И в данном моменте это как раз очень важно для нас. И смотрите, смело раскидывайте по всей картине предполагаемые места для бутонов цветов в данном случае. И видите, как интересно получается. Краска смешивается уже с другим цветом, который рядышком, и придает такую игру краски. Вот чем я люблю масляную живопись, оно дает много-много оттенков. И ей приятно работать по сравнению, например, с акриловым. Ну, у акрила есть свои преимущества перед масляной. Вот. Итак, лихо, быстренько крутим кисточкой по всей картине.
Итак, обратите внимание, я сейчас взял более темный цвет ФЦ и накидал более темные пятна. Почему это нужно? То есть начинаем с глубокого цвета, потом переходим его постепенно высветляя. То есть этот метод даст нам глубину цвета. И как раз используйте так. Одним цветом, например, выберите темный, в данном случае ФЦ, и раскидайте им цвет. Потом уже будете выбеливать его. Еще раз посмотрите, как я быстро пробежал по всей картине. Обязательно вытирайте кисточку. Итак, я добавил уже немножко светлее тон. В данном случае я уже использую фиолетовую светлую краску. И посмотрите, как она красиво прорисовывает края бутонов, и тем самым высветляя уже нашу картину. Посмотрите, как красиво кладется краска. Да, вот это реально она смешивается и дает вот вкусность. Вкусность цвета, такой насыщенность. Играйте смелее. Не бойтесь, быстрее работайте кисточку. Это живописи мы используем метод арт-терапии и ускоренной живописи. Это нужно быстро двигаться. И самое главное получать удовольствие от процесса. С легкостью подходите к творчеству, с легкостью пишите картины. Самое главное это ваше ощущение, ощущение радости и легкости должно быть получаться у вас. С этим принципом подходите, а не с принципом заработать деньги или как дороже продать картину. Если вы думаете именно так, то вы ничего не сможете добиться. Ваши картины будут неживые, будут мертвые. А если с легкостью, с радостью, то они будут живые. Пускай будут кривые, но ничего, зато людям будет нравиться. Людям нравится душа, эмоция и живость картины, живость полотна. Вот это очень важно. Посмотрите, как кисточка прыгает по холсту, как она играет, как она крутится вся. Вот. Это радость от процесса творчества. И помните, вы творец. Вы творец своей картины.
Обратите внимание, что уже появился немножко зеленоватый оттенок. Что это? Я добавил изумрудный зеленый и как раз придал вот эту очень интересную глубину зеленого цвета. И она интересным образом заиграла картина. То есть ключевой принцип: одним цветом работаем по всей картине. Тогда мы увидим, как это будет шаг за шагом вырисовываться. Это ускоряет и улучшает процесс. Если вы будете брать, например, фиолетовую, один мазочек положите, потом надо другой зеленый, например. Вам постоянно надо будет вытирать кисть. Вы будете тормозить процесс. А одним цветом прорисовали, вытерли, берете другой цвет и им играете. Вот принцип. Легкостью, и смотрите, какая живость в картине получается. Обратите внимание, пожалуйста, как я в процессе всей картины играю, кручу кисточкой. Ее в разные стороны, не одной только поверхностью, и ребром, и плашмя, и подкручивая, и закручивая. Вот это очень важно, что тогда это будет живость. Это как ветер, который дует на листья, и они всегда меняют свою позицию. Вот так же и вы подкручиваете кисть. Итак, первая часть нашего урока, она подходит к концу. Вы обратите внимание, что этот урок будет из двух частей. Первое, как вот в этом цвете фиолетово, изумрудный, голубой ФЦ и лазурной краски мы используем на черном фоне. Смотрите, как красиво. Следующая часть урока будет посвящен, как мы работаем мастихином. И вот посмотрите, как я начинаю им вырисовывать, вылеплять цветы. Тоже берем мастихин. Вот я взял в данном случае светлую фиолетовую немножко. И по краям цветков, уже придавая направление, конкретные немножко очертания букетов. Обратите внимание, это ускоренная запись, но здесь рука прыгает быстро в разные стороны, подкручивая и закручивая. Где-то толще слой краски, где-то меньше, где-то я чистил, вон как там было видно. Таким образом это придает эффект и вырисовывает картину. Не надо полностью прорисовывать весь букет одним цветом. Нет, просто пробегайтесь по всей картине, придавая определенные оттенки цвета. И тоже живость. Рука должна с легкостью играть мастихином. Вы помните, вы Д'Артаньян, вы художественный Д'Артаньян. Вы парируете, вы играете шпагой. Это ваш мастихин, ваша кисть. Она должна играть у вас в руке. Итак, друзья, вот вы увидели, как быстро и с легкостью подходить к абстрактным картинам. Вначале начинаем кистью, даем направление, а уже подхватываем и завершаем его мастихином. И это называется смешанная техника. Но дальше во второй серии, во второй части вы увидите, как я буду добавлять другие цвета. Урок, как можно несколько картин сделать в одной картине.